Всем привет! Сегодня на моем операционном столе оказался вот такой майнер Innosiliconn T2T на 25 терахэшей. Мне его принесли в ремонт, так как он не работает, у него одна из хэш-плат. Но это уже не первый майнер, который я вижу. Уже были подобные устройства у меня на столе. Я отремонтировал уже один блок питания точно. Вот, второй у меня тоже уже практически готовый. Детали еще ждут, когда приедут. Вот, получается, хотел чисто для себя на память и, может, кому-то еще пригодится, рассказать о устройстве этого майнера, особенно блока питания, потому что, сам майнер я еще не настолько хорошо знаю, но блок питания уже неплохо изучил, может, кому-то эта информация тоже пригодится. Получается, сам блок майнера, он состоит из 3 хэш-плат. Вот сейчас 2 из них вытащены, одна на месте. Это рабочая плата, поэтому я ее вытаскивать не стал. Значит, блок сверху, в нем вставляется контрольная плата. И сверху над контрольной платой блок питания. Сейчас я его уберу. Блок питания. Вот он такой алюминиевый блок. Здесь у него 2 разъема в контрольную плату подключаются. С этой стороны силовые выводы, 3 канала. С этой стороны ввод 220, выключатель и вентилятор охлаждения. Вот, если мы разберем, получается, сам майнер, внутри будут вот такие вот хэш-платы. Большой кусок алюминия, здесь плата и 2 радиатора сверху прикрученные. Вот, если снять эти радиаторы, мы увидим саму хэш-плату. На ней 99 микросхем ASIC. Сама плата с алюминиевым основанием и, получается, приклеена термопастой к большому нижнему алюминиевому радиатору. Контрольная плата, на ней Ethernet, кнопочка сброса, карточка памяти вставляется, подключается на нее питание с блока питания и управление блоком питания. И вот эти разъемы – это контроль самих хэш-плат. Если разобрать сам блок питания, то внутри будет 2 платы. Основная силовая плата и дополнительная вот такая платка. Она сверху вот так ставится. Основная плата состоит из ввода 220 вольт здесь. К сожалению, все залито компаундом, довольно трудно съемным. Поэтому все вскрывать здесь довольно неудобно. И я не стал вскрывать там, где мне не нужно было. Вскрыл только те места, которые мне были интересны. Вот здесь у меня проводочки припаяны для того, чтобы подключать питание без разъема. Вот здесь получается ввод 220 вольт, входные фильтры, дроссели, конденсаторы. Далее после входного фильтра идут выпрямители на 2 диодных мостах. После диодных мостов включена схема корректора мощности, построенная на контроллере NCP1654 и 2 мосфетах, насколько я понимаю. Я их не вскрывал, не смотрел маркировку. Но вроде как по даташиту контроллеру здесь должны стоять мосфеты. После корректора мощности идет выпрямительный диод. Такой же мост, как и здесь стоят выпрямительные мосты.
такой же мост здесь стоит. Фокусировка. Такой же мост стоит здесь. Здесь после него идут два накопительных конденсатора, на которых накапливается выпрямленное и уже обработанное корректором мощности напряжение. Когда выключен корректор мощности, там напряжение, точно не помню сколько, 380, по-моему, вольт. А когда корректор мощности работает, там 400 с лишним, 420, по-моему, где-то вольт. Вот. Эти накопительные конденсаторы, соответственно, уже сглаживают пульсации выпрямителя и корректора мощности. И с этих конденсаторов уже идет вот это вот высокое напряжение постоянного тока. Идет на инверторы. Вот 3 диода подают на 3 инвертора. Инверторы силовые, они от 11, по-моему, до 15 вольт, точно диапазон не выяснял. Они, получается, подают питание на хэш-платы. Выпрямители и инверторы управляемые здесь, то есть они с помощью контрольной платы могут управляться. То есть мы здесь посмотрим, вот это получается силовые инверторы, собранные на микросхемах NCP1399. 3 штуки по паре ключей, трансформаторы импульсные и выпрямители, собранные на транзисторах, на мосфетах. Вот этот блок питания у меня еще не доделанный, потому что у него как раз вышел из строя один из транзисторов. Вот. И этими транзисторами управляет микросхема контроля MP6924. Дальше идут фильтры, конденсаторы обычные, дроссель есть и шунт, через который, видимо, измеряется ток. Точно вот со схемой измерения не разбирался, но так думаю, что эти шунты стоят для измерения потребляемого тока. Здесь же есть контрольная плата, которая контролирует напряжение на выпрямителях, и через нее же идет управление инверторами. То есть в ней стоит микроконтроллер, и он через вот этот вот шлейфик общается с контрольной платой по шине I2C. Вот. И контрольная плата управляет, получается, инверторами. При включении блока питания в сеть выпрямленное напряжение накапливается на этих конденсаторах. Здесь есть разъем, через который подключена дополнительная плата в блоке питания. Это дополнительная плата. Вот она. Она получается у нас... С той стороны отодвинем. Это дополнительная плата. Она подключается вот этим разъемом по силовому питанию. Это силовое питание приходит с накопительных конденсаторов на вот этот конденсатор. Получается, на этом конденсаторе накапливается то же самое напряжение, что и на тех мощных накопительных конденсаторах. Вот. Оно, получается, у нас идет на 2 блока питания здесь собраны. Ну, выходных каналов получается 3, но блока питания 2. Вот. Получается, один из блоков питания собран на контроллере TNY286D. Это микросхема из семейства Tiny Switch 4. Преобразовывает вот это высокое напряжение 400 с лишним вольт в пониженное напряжение питания всех контроллеров инверторов на основной плате.
Вот эта микросхема, контроллер, она управляется кнопочкой включения. Вот как на корпусе я показывал кнопочку включения. Вот эта кнопочка включения, она позволяет работать вот этой микросхеме контроллеру. То есть получается, когда мы подаем напряжение на сам блок питания, у нас прошло напряжение через выпрямитель, у нас еще контроллер корректора мощности не заработал, потому что на него еще не подано питание. Вот эта микросхема, она как раз генерирует питание контроллера мощности. Когда выключатель выключен, получается, здесь замыкается контрольный контакт этой микросхемы, и она не работает. Когда мы выключатель включаем, вот это замыкание на землю контрольного вывода пропадает, эта микросхема начинает работать, генерирует напряжение питания на схему корректора мощности и на инверторы, основные силовые инверторы, 3 штуки. Вот, на них питание подается тоже с этой же микросхемы. Здесь же, получается, на этой же микросхеме, здесь вот трансформатор стоит. Вот трансформатор. У этого трансформатора еще есть дополнительная обмотка, тоже небольшой выпрямитель, второй канал этого блока питания получается. Он генерирует напряжение для питания вот этой вот микросхемы, которая является шинным буфером шины I2C. Маркировка у нее PCA9511. Она, получается, просто является повторителем сигналов шины I2C между контрольной платой самого майнера и платой, которая стоит в основном силовом блоке питания, вот этой контрольной. Там микроконтроллер стоит на этой плате, и с помощью нее идет общение контрольной платы с силовой частью блока питания через вот этот вот шинный буфер. Далее, получается, здесь же собран еще один блок питания на микросхеме NCP1399. И эта микросхема осуществляет преобразование высокого напряжения в пониженное в 12 вольт для питания больших вентиляторов обдува самого майнера. И от этого же блока питания питается 12 вольтами контрольная плата. Здесь выпрямитель стоит тоже с контрольной микросхемой. Выпрямитель построен на 2 мосфетах. Общение между силовой платой блока питания и контрольной платой майнера идет по шине I2C. То есть контрольная плата является мастером, ведущим устройством, а контроллер в блоке питания, распаян здесь, он является ведомым устройством. Контрольная плата командует, получается, блоку питания, когда запускаться, с какими параметрами. Протокол этот я расшифровывал сам, общение между блоком питания и контрольной платой. Но полностью не расшифровывал, расшифровывал только те команды, которые идут на включение отдельных каналов и на выключение, чтобы была возможность контролировать этот блок питания с целью ремонта и диагностики. Только с помощью шины I2C можно запустить инверторы 1, 2 или 3 канала и убедиться в их работоспособности. После расшифровки протокола я пользовался таким микрокомпьютером Raspberry Pi для того, чтобы имитировать управление с контрольной платой для блока питания. То есть, чтобы без контрольной платы можно было запустить блок питания и скомандовать именно тем каналам, которые мне нужны, запуститься или выключиться, чтобы можно было проверить работоспособность. О том, как я расшифровывал этот протокол, могу снять отдельное видео, если кому-то интересно.
Может кому-то пригодится либо результат просто этой работы, но может кому-то интересен и процесс этой работы, потому что это все довольно интересно. Кратко повторю весь состав по микросхемам, которые мне удалось здесь выяснить. Здесь маркировки микросхем, чтобы можно было на них скачать документацию и почитать об их устройстве, составе. То есть, анализируя документацию на микросхемы, становится понятна вся практически схема блока питания. Вот. Корректор мощности построен на микросхеме NCP1654. Инверторы 3 штуки на отдельных платочках построены на микросхеме NCP1399. На дополнительной плате 2 блока питания. Один из них также на NCP1399, другой на микросхеме TNY286D. Это семейство Tiny-Switch 4. Микросхема шинного буфера шины I2C с маркировкой PCA9511. На основной плате силовые выпрямители состоят из 6 транзисторов типа NMOSFET. И эти транзисторы управляются контрольной микросхемой MP6924. На этом все пока. Сейчас я разбираюсь с хэш-платой. Выясняю, вот в этой конкретной плате есть какая-то неисправность. Пока я ее еще не обнаружил. Надеюсь, все получится. Обнаружим неисправность и восстановим работоспособность. Если у меня это все получится, о хэш-плате позже хочу снять еще одно видео, тоже также себе на памяти, может кому-то для информации. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Буду рад.